Всем привет, меня зовут Ольга, вы на канале «Связать можно все», я извиняюсь за свой голос, но сегодня это видео нужно записать, и поэтому всем приятного просмотра. Итак, видео посвящено совместному проекту «Сказка». Этот проект организовали замечательные рукодельницы Маргарита и Донна Юлия. Значит, вязать мы будем палантин, праздничный палантин. И я не знала, буду я участвовать или нет, но девочки так вкусно рассказывают все в своих видео, настолько доступно, настолько интересно и настолько полезно. В первом проекте их совместном я не участвовала, потому что я пропустила именно вот эти вот первые видео, когда они заманивали. А потом подумала, что уже поздно, и поэтому пропустила. Ну а второй проект я не могла пропустить. Итак, будем мы вязать палантин. И сегодня я вам расскажу, из чего я буду вязать. А вязать я буду из вот такой вот пряжи. Эту пряжу я показывала в покупках. И собиралась я вязать из нее пуловер, совмещать вместе с ниточкой шелка такого бежевого цвета. Но когда услышала об этом проекте, я подумала, это была судьба купить именно вот эту вот пряжу на скидках. Итак, давайте посмотрим. Выниму я этикетку. Это итальянская пряжа. Здесь 35% супер кид мохера, 35% альпака бэби и 30% полиамид. То есть пряжа, вот как девочки говорили, не менее 70%, она вот в эту нижнюю границу как раз попадает. И я думаю, что у меня получится палантин. Уход, ручная стирка, сушка на горизонтальной поверхности, можно на самой низкой температуре отпарить, проутюжить. И спицы 3,5 я вяжу на спицах номер 4. Это цвет номер 155 в 25 граммах 250 метров. Ниточка тоненькая, я показывала образец, которую вязала продавщица, которая продала мне эту пряжу. Вот она, вот такая вот. Это уже распущенная ниточка, в принципе, она очень мягкая. Она прям, вот реально, особенно та, которая не была в вязаном полотне, она прям такая котик котиком. Что я еще? Я решила вязать палантин с бисером. И бисер я выбрала вот такого вот цвета. Сейчас вам поближе покажу. Он такой коричневый, прозрачный и мелкий. Это бисер номер 10, если я не ошибаюсь. И бисер я обвязываю так, как предложила в одном из своих видео Маргарита. Вязываю я его с помощью крючка. Изначально я хотела набрать весь бисер на ниточку, но потом передумала и решила вязывать крючком. Крючком я работаю номер 0,55. И, если честно, у меня получается одна бисерина входит на крючок, 3 не входит. Одна входит, 3 не входит. Хорошо, что бисера у меня мало, поэтому движемся. В последнем видео, который был по этому проекту, Донна Юлия рассказывала, какие лучше выбирать узоры. Я очень долго выбирала. Хотела я сначала взять узоры из группы геометрические фигуры, но потом передумала и нашла красивый узор растительный, я бы сказала. Там такие, как цветочки, тюльпаны я бы их назвала. Я вам ставлю фотографию, наверное, там представлена в бирюзовом цвете этот узор. И дело в том, что там есть один ряд из скольки это получается, из 20, по-моему, косы, жгутики. И жгутики я вяжу с помощью дополнительной вот такой вот спицы. Давайте посмотрим, что я навязала. Я уже, конечно же, взялась. Боялась вообще, что я буду не успевать. Поэтому быстренько рынулась я вязать. Итак, вот я вяжу на спицах Ади, очень скользко. Привыкала я
долго. Так, это у меня изнанка. И вот это вот лицо. Я хочу еще сделать кайму. Так, я не знаю, будет видно или нет. Так, принесла я белый листик, потому что на темном фоне не совсем видно. Итак, давайте посмотрим, чтобы мне не спустить петельки здесь. Где-нибудь вот здесь вот в начале по центру. Так, ну вот как-то вот так вот оно будет. Вот такие вот тюльпанчики. Бисера практически не видно. Бисер у меня идет вот здесь вот по 3 бисерины. Так, вот. Ну, то есть он там, где стебелечек. Именно на стебелечке сам бисер. Вот эти косы. Не знаю, на видео он так странно смотрится, этот узор. В жизни мне он очень нравится. Какая-то пряжа темная смотрится. Освещение, конечно, сейчас осенью не очень. В общем, но мне очень нравится. То есть, когда он заблокируется, это просто будет очень здорово. Итак, набирала я значит, я связала 121 петлю воздушную на крючке, и потом подняла петли для вязания спицами. То есть я буду вязать из середины, но пока что я не знаю, как мне перейти на вторую сторону. Наверное, вот эта вот поперечная полосочка будет видна, но мне не хочется от края к краю вязать. Как-то мне не хочется. Возможно, здесь вот будет стебелечек продолжаться. Здесь получатся такие ромбики по центру, и пойдет узор в обратную сторону. Пока что так. Также я хочу сделать обвязку, но я не знаю пока что какую обвязку. Я не очень люблю планировать заранее, как будет выглядеть моя вещь, потому что планы всегда рушатся и приходится что-то менять. Итак, у меня 4 моточка, это 100 грамм получается, и получается 1000 метров. Думаю, на палантин мне хватит. По размерам он получается где-то сантиметров 60-70 в ширину будет. Ну а в длину буду максимально рассчитывать на полное вывязывание пряжи. Так что вот такой вот палантин у меня получается. Девочки, большое спасибо, что вы организовали этот проект и взяли в свою компанию. Ну а всем остальным участницам я желаю удачи, успехов и до новых встреч. Пока-пока!